Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы находимся на поле озимой пшеницы. Мы находимся на поле, здесь два разных фермера, два разных сорта. Но на этой стороне, на этой пшенице была использована технология подкормки, внесения жидких азотных удобрений по технологии Култан, то есть инъекционно. Здесь работали традиционно, разбрасывателем в несколько этапов. Хотел бы сравнить технологию Култан от традиционного. Мы понимаем прекрасно, что здесь разный сорт, но опытного участка на данном хозяйстве у нас нет. Хотел бы посчитать биологическую урожайность по количеству колосьев на одном гектаре, тем самым выявить, какая будет ориентировочная урожайность на этом поле и на этом поле. По цвету, что я могу сказать? Я сейчас стою здесь на границе, скажем так, внесения, да, технологии Култан. И я прекрасно вижу, что один рядок технологии Култан здесь сработала, то есть на этом сорте пшеницы, и она здесь зеленая, да, то есть еще есть зеленые листы, флаговый лист зеленый еще. Дальше мы видим, там уже все желтое. То есть это говорит о том, что технология Култан все-таки дала питание, вот даже несмотря на то, что это граница, тем не менее мы видим разницу по цвету. Вот. Ну а теперь с помощью рулетки я хотел бы посчитать биологическую урожайность на этом и на этом поле. Потом мы посмотрим на сами колосья, как они выглядят, да? Ну и будем делать выводы. Начнем, пожалуй, с традиционного метода. Отхожу от края метров 10-15. В любом рядку начинаю мерять количество колосьев и аналогично на участке поля, там где была обработана технология Култан. Выбираем среднестатистический рядок, чтобы было более точно, наверное, погонный метр. И потом пересчитаем с погонного метра в квадратный метр, ну и потом в гектар. 1, 2. Семьдесят пять, 76, 77, 78, 79. Так, 79 растений у нас на погонном метре. Сейчас мы посмотрим, какое здесь междурядье. Междурядье 19. Итак, для тех, кто не знает, как считать, я вам сейчас покажу, как посчитать. 79 растений у нас на одном погонном метре. Сначала мы берем 1 квадратный метр, делим на междурядье, то есть 1 делим на 0,19. У нас коэффициент получается 5,26. 5,26 мы умножаем на количество растений. То есть 79 растений на одном погонном метре. Итак, 5,26 умножаем на 79. Получаем 415 растений на одном квадратном метре. И умножаем это на 10 тысяч квадратных метров, потому как 1 гектар это 10 тысяч квадратных метров. Итак, что мы получаем? Мы получаем цифру 4 миллиона 157 растений. Все прекрасно знают о том, что один колос весит от 0,80, по-моему, грамм до 1,20, 1,15. Ну, возьмем среднее значение, это 1 грамм, да, грубо говоря. То есть мы здесь видим о том, что здесь предварительно, скажем так, урожайность будет порядка 41,5 центнера. Теперь давайте, друзья, пройдем на поле, там, где внесено было удобрение по технологии Култан, то есть инъекционно, и посчитаем количество растений. Я уже заметил много где, в Украине и в России, а также в Европе, о том, что с технологией Култан даже на одном и том же поле, на одной и той же культуре, на одном и том же сорте, с технологией Култан, когда мы вносим весной удобрения, количество растений порядка 20-15% всегда больше на этом участке, потому как азота достаточно растению, и растение дает больше, скажем так, продуктивных стеблей, и в том числе уже колосьев на выходе. Так, ну отступаем здесь 10-15 метров, считаем первый попавшийся рядок. Допустим, здесь отмеряем 1 метр, ложим в рядок 1, 2. 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98. 98 растений. Итак, дорогие друзья, 98 растений у нас идет на 1 погонный метр. Смотрим здесь, какое у нас междурядье. Здесь у нас междурядье тоже 19 сантиметров. И считаем. 1 метр квадратный мы делим на междурядье 0,19. Получаем коэффициент 5,26. Умножаем на количество растений. 98 растений на 1 погонном метре. У нас получается 515 растений на 1 квадратном метре. И умножаем на 10 тысяч квадратных метров. Это ровно 1 гектар. Мы получаем биологическую урожайность, которая здесь будет на данном поле, если никаких катаклизмов не будет, 51,5 центнера. То есть 51,5 центнера на данном поле фермер получит с технологией Култан. Ну, это ровно на 1 тонну больше, чем получит его сосед с традиционным методом внесения. Я думаю, что в данном регионе люди знают, какой сорт им конкретно сеять. Да? Много лет здесь занимается и один, и второй фермер. И это не может быть случайность о том, что там посеяли тот сорт, который не подходит для этого региона. Здесь из года в год проводятся разные опыты по сортам, занимается много профессионалов этим. Я думаю, что исходя из этого можно сказать одно, о том, что с технологией Култан питание было намного качественнее, больше для растений. Тем самым растение дало больше колосьев на этом поле, то есть дало больше жизни. Да? И знаете, что я еще заметил, что здесь, на этом участке, у нас колосья, они все одинаковые. Сейчас я попрошу оператора, чтобы он поближе снял и здесь, и там. Вы сами увидите о том, что здесь все колосья, они просто как на подбор, они все примерно одинакового размера. Если мы говорим за традиционный метод, то там очень много недоразвитых колосьев, но я думаю, что здесь будет урожайность явно выше. Всем спасибо, дорогие друзья. С вами был Олег Савин, компания Агрожиловня. Идите в ногу со временем, получайте хороший урожай с технологией Култан, потому как данный метод как нельзя подходит сейчас для нашей родной Украины, особенно в южных регионах страны. Всем пока, с вами был Олег Савин.